Когда пожилая женщина решила продать свой дом, она предупредила семью о подвале и запретила им когда-либо заходить в него. Тем не менее, новые владельцы решили открыть его из любопытства. То, что они обнаружили внутри, шокирует. Дженнифер Строум сидела в своей гостиной, рядом с ней была дочь. Руки пожилой женщины слегка дрожали, когда она потянулась за чашкой чая. «Милая», — начала она дрожащим голосом, — «я решила продать дом». Ее дочь выглядела удивленной. «Но ты так долго здесь живешь, ты уверена?» Дженнифер твердо кивнула. «Да, пора. Но есть кое-что очень важное, что тебе нужно знать». Она наклонилась ближе и прошептала. «Что бы ни случилось, ты никогда не должна открывать дверь в подвал. Обещай мне». Дочь в замешательстве нахмурилась. «Я обещаю. Но почему? Что там внизу?» Глаза Дженнифер затуманились, и она замолчала. Она уставилась в окно, погрузившись в воспоминания, которыми не могла или не хотела делиться. Ее дочь ждала, но Дженнифер ничего не объяснила, оставив тайну подвала между ними невысказанной. На следующий день Дженнифер позвонила в агентство недвижимости. Глэдис, старшая из двух сестер, управлявших успешным агентством в Торонто, потянулась к трубке. «Говорит Глэдис из агентства недвижимости в Азире. Чем я могу вам помочь?» Дрожащий голос ответил. «Здравствуйте. Это Дженнифер Строум. Мне нужно продать свой дом». Глэдис почувствовала что-то необычное в голосе звонившего и жестом пригласила свою сестру Клару присоединиться к разговору. «Конечно, миссис Дженнифер. Мы были бы рады помочь. Не могли бы вы рассказать мне немного о вашей собственности?» За этим последовал один из самых странных разговоров, которые когда-либо происходили с сестрами в Азирии. Дженнифер избегала прямых вопросов, говорила загадками и, казалось, не решалась продать свой дом, но настаивала на том, что это необходимо сделать. «Я прожила здесь 72 года», — наконец призналась Дженнифер. «Но время пришло». Заинтригованные и слегка встревоженные, Глэдис и Клара договорились встретиться с Дженнифер у нее дома на следующий день. Повесив трубку, они обменялись встревоженными взглядами. «Что думаешь?» — спросила Клара, нахмурившись. Глэдис покачала головой. «Не знаю, но у меня такое чувство, что это будет необычная продажа». На следующий день, когда Глэдис и Клара приехали в дом Дженнифер, они были удивлены тем, насколько обыденным он выглядел. Он не выделялся на фоне других домов на улице. Ничто в его внешнем виде не намекало на то, что внутри таились необыкновенные тайны. Дженнифер открыла дверь после третьего стука. «Входите», — сказала она, и ее голос прозвучал громче, чем по телефону. «Вам предстоит экскурсия по дому, но в подвал вход воспрещен». Глэдис и Клара обменялись быстрыми взглядами, прежде чем войти внутрь. То, что они увидели, было поразительным. Интерьер дома Дженнифер напоминал яркую капсулу времени середины XX века. Нетронутая винтажная мебель заполняла все пространство. «О, Боже!» — прошептала Клара, широко раскрыв глаза. «Миссис Строум, у вас потрясающий дом». Дженнифер слегка улыбнулась. «Спасибо, дорогая. У меня всегда была склонность к дизайну, но пойдемте, я покажу вам все вокруг». Во время экскурсии по дому с Дженнифер и ее дочерью удивление сестер росло. «Миссис Дженнифер?» — с благоговейным трепетом спросила Глэдис. «Как вам удалось сохранить все таким идеальным?» Глаза Дженнифер загадочно заблестели. «Немного заботы и, возможно, чуточку волшебства». Они продолжили экскурсию, каждая комната была эффектнее предыдущей. Но внимание сестер привлекла дверь в подвал. В отличие от остального дома, она была простой и без украшений, с простым висячим замком на задвижке. «Помните», — строго сказала Дженнифер, «подвал не входит в программу экскурсии.
Его нельзя открывать или выставлять на продажу». Дочь Дженнифер выглядела обеспокоенной, когда речь зашла о подвале. Глэдис и Клара кивнули, хотя их любопытство было задето. Что же такого таинственного может быть в подвале? Закончив экскурсию, сестры поняли, что нашли нечто необычное. Несмотря на таинственный подвал, они были уверены, что смогут продать этот уникальный объект недвижимости по высокой цене. «Миссис Дженнифер», — сказала Глэдис, — «для нас большая честь представить ваш дом в списке. Он действительно единственный в своем роде». Дженнифер кивнула со смесью облегчения и грусти на лице. В течение следующих нескольких недель дом Дженнифер стал предметом обсуждения в мире недвижимости Торонто. Потенциальные покупатели стекались на дне открытых дверей, привлеченные уникальным шармом и безупречной сохранностью этого объекта. Но с каждым показом тайна подвала становилась все более загадочной. Дочь Дженнифер однажды спросила: «Мама, тебе не кажется, что пришло время рассказать нам, что там на самом деле?» Дженнифер решительно покачала головой. «Тебе лучше не знать. Пообещай мне, что никогда не попытаешься узнать». Дочь неохотно согласилась, но ее любопытство было понятно. Поползли слухи. Некоторые предполагали, что Дженнифер была шпионкой во время Холодной войны, и в подвале хранились секретные документы. Другие шептались о спрятанных сокровищах или бесценных артефактах. Некоторые даже предполагали нечто более зловещее, что в подвале скрывались улики давно забытого преступления. Несмотря на все это, Дженнифер хранила молчание, отказываясь удовлетворить чье-либо любопытство. Наконец, через несколько месяцев покупатель был найден. Семья Уорренов. Джон, Сара и двое их детей влюбились в ретро-стиль дома и, казалось, не были обеспокоены тем, что в доме есть подвал. Когда дом, наконец, был продан, Дженнифер собрала всех в гостиной, чтобы в последний раз предупредить. «Я знаю, вам всем интересно посмотреть на подвал», — начала она дрожащим голосом. «Но мне нужно, чтобы вы пообещали мне, что никогда ни за что не попытаетесь зайти и открыть эту дверь, даже после того, как я уйду». Сара, удивленная настойчивостью пожилой женщины, кивнула. «Я обещаю, миссис Строум, мы уважим ваши пожелания». С этими словами Дженнифер в последний раз покинула свой дом, в котором прожила 72 года. Уоррены переехали на следующей неделе, радуясь возможности начать новую жизнь в очаровательном доме. Поначалу все было идеально, но вскоре они заметили некоторые странности. Из подвала доносился стойкий запах плесени. Они также время от времени слышали скрип и звуки, которые, как они сначала подумали, были вызваны тем, что дом старый. По прошествии нескольких месяцев Сара заметила, что на полу в гостиной возле двери в подвал образуются пятна от воды. Обеспокоенный возможным ущербом, Джон решил, что пришло время разобраться, несмотря на предупреждение Дженнифер. В конце концов, старуха скончалась несколькими неделями ранее, и теперь, когда ее больше не было в живых, он чувствовал себя менее виноватым из-за того, что нарушил их обещание. Поколебавшись, они с Сарой открыли дверь подвала и спустились вниз. То, что они обнаружили, было удивительно. Подвал был забит вещами, накопленными за десятилетия, старой мебелью, коробками с бумагами и различным антиквариатом. Еще большее беспокойство вызывали видимые повреждения от воды на одной стене, где начала образовываться плесень. Было ясно, что возникла серьезная проблема с фундаментом, которую необходимо было устранить. Но, осторожно продвигаясь по загроможденному пространству, Джон обнаружил нечто неожиданное — потайную дверь за старой книжной полкой. Заинтересовавшись, они открыли ее и обнаружили маленькую комнату. Внутри они обнаружили стопки старых газет и журналов, которые были тщательно сохранены. Просматривая их, Сара поняла, что в них содержится. Личные рассказы Дженнифер о жизни во время Великой депрессии и Второй мировой войны дают яркое представление о тех неспокойных временах с местной точки зрения. Теперь
Уоррены поняли, почему Дженнифер так оберегала подвал. Это было не просто хранилище, а тщательно подобранная капсула времени, в которой хранилась ее жизнь и история, которую она пережила. Уоррены были глубоко тронуты историческим значением своего открытия. Они быстро связались с семьей Дженнифер, которая была поражена, узнав о спрятанной коллекции. Дочь Дженнифер объяснила, что ее мать всегда очень скрытно рассказывала о своем прошлом, и это открытие пролило свет на то, почему. После долгих обсуждений они решили пожертвовать большую часть экспонатов местному историческому обществу. Куратор был в восторге, назвав это одной из самых полных личных коллекций той эпохи, которые они когда-либо получали. Это гарантировало, что бережно сохраненный фрагмент истории Дженнифер будет передан обществу, рассказывая будущим поколениям о жизни в Канаде середины XX века. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.